Приветствую, коллеги! Это видео о том, как очень быстро стартануть в Kubernetes, используя Docker Desktop и Lens. То есть моя цель этого ролика — записать максимально супер быстрый, легкий и простой способ стартануть в Kubernetes. Зачем это нужно? Kubernetes сейчас требуется уже везде в айтишных вакансиях, и нам с вами надо его хорошо знать. Это достаточно сложный продукт, и можно прочесть много книг и много видео посмотреть, но это ничего не даст. Самый надежный способ это каждый день использовать Kubernetes, например, вместо Docker Compose. То есть, если вы разрабатываете какое-то приложение, используете Docker Compose, возможно, надо теперь начинать уже использовать его на Kubernetes, чтобы привыкать. Потому что тут как езда на машине или на велосипеде, тут нужно уже, чтобы просто была мышечная память. Не надо задумываться, что там в этих в манифестах. Ну ладно, хватит вступления. Давайте перейдем к делу. Для этого нам нужен Docker Desktop. Я не буду тут рассказывать, как его поставить. Надеюсь, он у вас уже установлен. Если нет, посмотрите другие видео. Он ставится как на Windows, так и на Mac без проблем. Мы заходим в настройки, и в настройках идем в раздел Kubernetes и включаем Enable Kubernetes. Тут у нас нам предлагают выбрать из двух вариантов: либо Kube-Adm, либо Kind. В чем у них разница? Kube-Adm — это самый простой single node cluster, то есть он кластер из одной ноды. Ну, что в принципе у нас и есть. У нас там один наш ноутбук, компьютер, вот, и нам достаточно. Но если вы хотите там поэкспериментировать что-то, то можете поставить Kind. Он позволяет уже создавать кластеры из нескольких нод. Но если мы хотим супер прям быстрое решение, я бы не рекомендовал это делать, потому что, например, чаще всего люди ведут разработку какого-то приложения и тестируют его там по адресу localhost, двоеточие и номер какого-то порта. Вот. В случае с Kind у нас это не получится, он не даст так сделать. Нам надо будет устанавливать Ingress, домен, сертификаты, все, что с этим связано. Соответственно, наш вариант вот это первый. Все, мы его выбрали, нажали Apply. Сейчас у нас запустится кластер. И мы пойдем, когда дождемся, когда кластер запустится, мы пойдем в другую вкладочку. Так, все. Настройки мы закрываем здесь крестиком. Идем вот сюда, вот во вкладку Kubernetes. Мы видим, что у нас кластер активный, его тип Kube-Adm, одна нода, версия. Соответственно, здесь у нас пошли все его артефакты, деплойменсы, поды, ноды, сервисы и так далее. Но здесь им управлять не очень удобно. Да, можно, конечно, здесь посмотреть, но ничего мы тут с ним не сделаем. Нет, можно, конечно, вот тут есть терминал, и мы можем классически через kubectl им управлять. Но есть способ более интересный. Есть такое приложение, называется Lens. Ну, линза или объектив, это скорее значит. Наберите просто в гугле Lens K8s, и Google вам покажет. Либо ссылочка будет под видео в описании. Скачивайте себе это приложение, устанавливайте. Возможно, там он скажет, что он платный. Да, он платный для организаций, для частных лиц он бесплатный. Можно скачивать, регистрироваться там с помощью Гугла или удобным способом и запускайте. Я все это уже прошел. Вот, открываем его, и мы увидим, что у нас тут есть какой-то демо-кластер, мы его не будем трогать, и вот наш Docker Desktop. Мы его разворачиваем, и что мы тут видим? Вот у нас есть Overview, обзор, у нас показывает, какие у нас тут, сколько, каких ресурсов используется, и так далее, лог. Вот. Но что самое главное, основная наша работа ведется вот здесь, вот, Workloads, рабочая нагрузка. Тоже здесь можно посмотреть обзор. Тут у нас какие-то, тут есть сообщения наших там подов. Ну ладно. И основная наша работа ведется в deployments. Здесь мы будем запускать
разворачивать наше приложение. Во-первых, сразу скажу, следите за тем, что здесь вот выбрано, потому что это у нас не очень очевидно, но это namespace, это наше пространство имен, в котором мы работаем. Вот можно посмотреть все пространства имен. Ну, то есть, если вы зашли и вы ничего не видите вот здесь вот, проверьте, что у вас здесь выбрано. Можно выбрать все пространства имен. Обычно мы работаем в дефолт, ну и так далее. Тут можно выбрать пространство имен, которое вам нужно. Тут какие-то системные можно и так далее. Вот, выбираем наш дефолт. Дальше что мы видим здесь? Здесь такой есть плюсик. Либо вот такой вот, create resource. То есть, либо мы здесь можем открыть терминал, что нам не очень сейчас надо, либо создать ресурс. Здесь можно прямо копипастом вставить текст нашего манифеста. Вместо того, чтобы делать команду subctl, там, apply f и так далее, мы можем сюда просто вставить текст. Я подготовил тестовый манифест, тестовое приложение на вайп-кодил. Оно находится на GitHub. Ссылка под видео в описании. Либо вы можете сделать свой, либо использовать мой. Мы открываем его. Вот так выглядит наш манифест. То есть, что у нас? Kind Deployment, название приложения PSApp, я его так называл. Так, и мы смотрим, что у нас здесь. Мы смотрим, что у нас image, вот такой PSApp Local. Можно здесь, конечно, указать ссылку на контейнер registry, но у нас с вами самый простой способ, мы не будем никуда углубляться, сделаем его локально. Опять-таки, в моем репозитории, который вы, я надеюсь, склонировали на локальный диск, там уже есть Docker файл, и все, что нам нужно сделать, это сделать Docker build. Сейчас я покажу как. Вот такая команда. Docker build -t psap local пробел точка. То есть -t это у нас команда, значит тегировать, ну, обозвать как-то наш контейнер. У нас будет называться psap с тегом local. А точка это означает, что Docker файл у нас лежит в текущей папке. Ну, я думаю, что вы и так уже это знаете. Запускаем. Вот мы собрали наш контейнер. И теперь мы берем текст вот этого нашего манифеста. Просто делаем скопировать. Идем сюда, делаем вставить. Нажали на дискетку. И что мы смотрим? Вот здесь у нас появился наш деплоймент PSApp. И он говорит, что он running. Сейчас проверим. Это мы закроем. Переходим в раздел Pods. И видим, что у нас запущен под PSApp. Видим, статус у него зелененький, все работает, отлично. Мы можем к нему подключиться. Мы нажали сюда, провалились, тут такое меню, тут про него всякие данные, что там, как использовать ресурсы и так далее, далее. Проматываем дальше и видим, что порты. Он у нас там работает на 8000 порту, и очень удобно можно сделать forward. Нажимаем на эту кнопку, он спрашивает, на какой порт нам его форварднуть. Если нам все равно, оставляем рандом, делаем старт. Все, открылось наше приложение на рандомном порту. Отлично. Дальше мы можем это выключить. Stop forwarding. Что еще хотел показать? Например, мы хотим сделать так, чтобы у нас... Мы хотим масштабировать, чтобы у нас был не один под, а несколько. Соответственно, мы опять-таки идем в Deployments, проваливаемся сюда. Здесь у нас есть кнопка Scale. Соответственно, вот сейчас у нас стоит 1. Можем сделать вот так 4. Нажимаем Scale. Бежим сюда в поды. И смотрим, что у нас уже 4 пода запущено. Опять идем в Deployments. Проваливаемся. Нажимаем Scale. И, например, мы хотим не удалять наш Deployment, а просто хотим его временно выключить, чтобы у нас не занимал память и мешался нам. Нажали 0, выбрали 0 реплик, нажали Scale. Смотрим, что у нас. 0 подов из 0. Идем, проверяем поды. Действительно их нет. Так легко просто можно. Можно вообще удалить этот деплоймент
и потом по новой его сделать, тоже как вариант. Но если временно приостановить, то вот так, я думаю, лучше. Так, что мы еще можем сделать? Мы можем его опять, пусть он у нас будет 1. Так, запустился. И, например, мы что-то поменяли в настройках. Мы идем, опять-таки, в меню деплоймента, и мы делаем рестарт. Все, мы его рестартовали. Он у нас рестартанул, новый под создался. Вот мы видим, что он у нас вот уже 8 секунд как запущен. Еще что мы можем сделать? Можем провалиться сюда в под или в деплоймент и нажать вот на эту кнопку «Посмотреть логи», что пишет наше приложение. Это совсем основная база. Дальше что можно с этим делать? Например, мы хотим какие-то сделать настройки. Идем вот сюда, в config map. Мы создаем здесь точно так же config map. Не буду сейчас это показывать, какой-то конфиг можно создать. Дальше что мы хотим? Например, чтобы наше приложение было, чтобы нам не делать порт-форвард каждый раз на какой-то там рандомный порт, а мы хотим, чтобы наше приложение работало на определенном порту. Соответственно, мы идем в раздел Network, идем сюда Services, и сейчас мы создадим сервис Node Port, который даст нам внешний доступ к нашему тестовому приложению. Я подготовил тоже такой простенький манифест. Соответственно, что мы тут видим? Что вот он у нас на 8000 порту работает, и Node Port у нас будет 30080. Точно так же мы это копируем, идем сюда, делаем создать, ресурс, вставляем, нажимаем применить, ждем. Все, он запустился. Чтобы проверить, идем в браузер, переходим на порт 30080. Вот, пожалуйста, он работает, слушает. Все. Это база. Точно так же мы все это можем отсюда легко удалить. Удаляем сервис. Поды удалять бессмысленно. Они сами удалятся, если мы удаляем деплоймент. Вот и все. Еще что я хотел добавить, что по умолчанию, когда установится кластер, не будет доступна вот эта красивая статистика. Чтобы она работала, нам нужно зайти правой кнопкой по нашему кластеру, показать Show Cluster Settings, зайти в Lens Metrics и отметить все вот эти флажки, включить их. И тогда он подтянет свои специальные пакеты со статистикой. Эта статистика будет от Lens. И вот он будет ее прекрасно обрабатывать. Это очень быстрый обзор таких графических инструментов, как Docker Desktop и Lens, которые позволяют нам работать с Kubernetes, который обычно не очень дружелюбный, и все приходится делать через командную строку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если есть у вас какие-то еще идеи, о чем бы вы хотели, чтобы я записал видео, пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк. До скорого.